Всем привет! Меня зовут Катя, я приветствую вас на моем канале «Сад с Катериной Говоровой». Ровно год назад, в феврале, на канале вышло первое видео, в котором я показывала вам свои первые криптомерии. С тех пор прошел год, коллекция пополнилась. И я недавно пересматривала видео и сама была удивлена, насколько они выросли за один год. Моя коллекция началась с приобретения 3 криптомерий. Одной из первых была криптомерия Глобоза Nano. И первая она была у меня в самом раннем видео. И она, кстати, очень хорошо подросла. Прямо, наверное, сантиметров 6 вот с каждой веточки у нее приросты. Но я столкнулась с некоторыми трудностями в выращивании этого вида криптомерии. Я все-таки, конечно, грешу на наше жаркое лето. У нее молодой прирост, развивался очень хорошо, на весенних видео было видно. Вот смотрите, вот это все, это молодые приросты, вот они с точечки. То есть около, наверное, 6 сантиметров, прямо хорошо нарастает. Но вот и здесь же очень хорошо видна проблема. Вот видите, кончики у нее поподсыхали. Может быть, это был, конечно, температурный ожог. Но на всякий случай я проводила систематические обработки и от грибных заболеваний, от вредителей. В целом выглядит хорошо, живая. Страдала еще от кота нашего, немножечко однобокая. И вот еще внутри, видите, вот так периодически выстригаю, выпривают веточки. Может быть, вот просто оголяет там, может быть, нехватка ей там света, воздуха. Мои криптомерии растут у меня в тени, получают очень рассеянный свет. Я об этом каждый раз говорю, потому что на юге летом, когда плюс 50 на солнце, очень высокий ультрафиолет, криптомерии будут гореть, особенно многие сорта. Вторая криптомерия, которую я вам показывала, которая тоже такая старожила, это криптомерия Серама. Очень красивая, невероятно красивая криптомерия. За нее переживала изначально и в первом видео рассказывала, делилась, потому что вот так чешуйки у нее подсыхали. Но потом я узнала, что для крестатных это тоже нормально. То есть ничего страшного. Великолепно зимуют. Посадку показывала криптомерии, как я сажаю, на видео, где сажала криптомерию крестата. То есть аналогично. Хвойный грунт, обязательно закисляла почву, добавляла песка, хвойного опада, получалась такая закисленная, рыхлая, хорошая земля. По поводу влажности. Конечно, криптомерии не любят пересыхание земляного кома. Ни замокание, ни пересыхание. И они очень любят влажный воздух, такую хорошую влажность. У меня как раз на участке это все соблюдается, так как мы живем на берегу реки. Влажность высокая. Снег как держит. В принципе, прекрасно. Вот этот был ужаснейший снегопад, который у нас тяжелый, столько было поломок. Ну вот одна веточка, я вижу, вот она сломалась. Попробую, кстати, ее зачеренковать. Ну вот это, видимо, единственная потеря. Выдержала нормально, но я отгребала, честно. Вот наваливала на нее снега, я потом на следующий день бежала, старалась чуть-чуть ее вычистить руками, чтобы такого не было давления. Можно, конечно, ставить на зиму каркас, ну просто вот чтобы поберечься. Но в идеале держит неплохо снег. И Серама, и вот Глобоза Nano, которую я вам показывала. В выращивании Серамы трудностей не было. Вот не было у меня ни сгорания на ней, ни вредителей на ней не было замечено. Очень интересно, вот даже на примере этой веточки вы видите, как закручивает она. Она даже вот ярче крутит, вот толще, чем крестата. И вот опять-таки на этой же веточке мы видим, вот что такое хвоепад вот на крестатных. Видите, вот они, эти чешуйки, отсыхают. То есть вот она аккуратно выстригается вот здесь секатором. И потом дальше нарастает, просто утолщается веточка. Очень интересный сорт. Криптомерия японская Серама. По поводу ее приростов. Вот это, вот оно.
Все, прирост. И вот это уже вторая волна. Вот эти приросты она начала в августе где-то формировать. И вот всю зиму они стоят такие салатового цвета. Я боялась, что они подмерзнут, но они прекрасно вообще себя повели. Не было никаких у меня в этом плане тут расстройств. Все великолепно. И вот даже, видите, молодая почечка, то есть она зимой даже продолжает расти, несмотря на минусы и вот температурные качели. Выносливая очень криптомерия. Надеюсь, конечно, такую веточку получится черенкануть. Ну, разумеется, поделюсь успехами на канале. Третья криптомерия, с которой я вас знакомила в первом моем видео. Это, наверное, самая чудная тоже криптомерия, которая растет у меня в саду. Ну, вообще криптомерии все такие оригинальные, с изюминкой хвойные растения. Это национальное дерево Японии. Я уже рассказывала вам в первом видео, хотя родина этого растения считается Китай территориально. Так вот, перед вами криптомерия Rasen. И вот эта подруга просто настолько меня удивила своими темпами роста. Вот не поленитесь, посмотрите обязательно первое видео, и вы увидите, что эта криптомерия выросла просто в 2 своих роста. В 2 раза она выросла. И видно будет по вот этим веточкам боковым. Изначально они были вот такой длины. И вот за год очень огромные приросты, просто великолепно. Будет быстрорастущее дерево, хвойное, такое чудное. Вот эти хвоинки, похожие на сорт спиралис, видите, они как будто закручиваются просто вокруг ствола. Очень интересное. Растет у меня Rasen в самом, вот я бы сказала, стрессовом месте для криптомерий, если сравнивать с остальными, так как она растет у меня здесь, во-первых, до 2 часов дня она получает прямые солнечные лучи. Во-вторых, это очень холодное, продуваемое место, в отличие от тех криптомерий, которые я вам показывала, еще покажу, она просто на сквозняке растет. Это ее вообще никак не останавливает. И вот продолжают вот эти вот другого цвета кончики, это она продолжает расти. Вы видите, вот это молодой прирост ее. Великолепно держит снег. Очень упругие, гибкие веточки наклонялись. Я обтряхивала. Что могу вам еще сказать? За счет того, что она у меня растет здесь на солнце и на сквозняке, вот она единственная из моих криптомерий покоричневела немножечко. Так они зимой вот в условиях вот похолодания, стресса и солнца вот так приспосабливаются, прошу прощения, вот как туи буреют, вот так вот и криптомерия. Ну, в идеале это, конечно, не очень хорошо, это стресс для растения, но не сильно. Вот именно самые вот старые веточки, молодые зеленые. На этой криптомерии у меня был вредитель. Кто регулярно смотрит канал, тот видел, как я злилась, ругалась. У меня здесь были гусеницы. Зеленая гусеница такая прыгучая, маленькая, прям вот так если дотрагиваешься, она сокращается и отпрыгивает. Поэтому эта криптомерия прямо регулярно я ее обрабатывала и от гусениц средствами, и обрабатывала ее ракурсом пиноцитом. Гусениц победила, но они, конечно, подпортили мне кончики, прямо много подсъеденных таких. И вот она, криптомерия Rasen, она заложила почки. Вот прямо ярко видно, сейчас покажу вблизи, как выглядят почки. То есть весной будет хороший такой прирост. В первом видео я вам рассказывала, что я не нашла информации и не знаю, какой вырастет эта криптомерия. Но спустя год информацию я нашла и получила. Это будет довольно высокое дерево, но очень сквозное. Вырастет 6-8 метров. Но у нее есть такая особенность, она сама сбрасывает нижние ветви. Когда это начнет происходить, я не знаю, ну покажу вам. Мне бы, конечно, не очень хотелось вот этого оголения, но есть такая информация, что она так будет делать. Эта же криптомерия начинает очень хорошо отрастать от ствола. Вот изначально ветки были голые, вот она была веточка, и вот начинался оттуда прирост. И вот сейчас на каждой веточке вот идет прирост, видите, молодые. То есть она загущается. И это, ну, красиво, очень красиво.
Нравится она мне, нравится в выращивании, нравится она мне ее вообще внешний вид. Я знаю, что когда они растут на солнце, кстати, более выносливая эта криптомерия, вот у моей знакомой растет на полном солнце, она у нее сильнее покоричневела, и она у нее дала очень много шишек. Я не знаю, с чем, конечно, это связано. То ли от того, что, может быть, все-таки растение стрессует на солнце, то ли просто у нее вот такая вот идет женская особь. Ну вот моя пока шишек не давала, но растет действительно быстро. В прошлом году, 7 марта, в подарок я приобрела криптомерию себе крестата. Тоже очень давно хотела. И эту криптомерию я покупала в Армавире. Было отдельное видео, как я ее привезла. И не только, там были другие хвойные растения. Вот моя красавица зимовала в питомнике в Армавире на открытой площадке. Никак она не была утеплена. Зимовала она прямо в контейнере, засыпанная снегом. И я, конечно, когда ее покупала, я очень переживала, так как все-таки криптомерия – это хвойное растение южное довольно-таки. Боялась, чтобы не было у нее там обмерзаний корневой системы. И она была, вот знаете, ну вот прямо... Ну вот посмотрите видео, вспомните, коричневого цвета, такого медно-коричневого. Вот она у меня растет уже год. Ее посадку я вам показывала, было отдельное видео, как мы делали тут большой такой котлован, так как здесь росла когда-то японская айва. Мы ее убирали, была такая рыхлая земля здесь перекопанная глубоко, мы очень много добавляли сюда, закисляли ей ком. Так вот, эта красотка зимует год, и вы увидите в сравнении, что она практически у меня не побурела. Вот она довольно зеленая, немножечко такой коричневый оттенок появился. Почему? Объясню. Потому что, во-первых, правильно собранная у нее была посадочная яма. Если у растений не страдает корневая, она может в полной мере работать, и растению легче преодолевать всякие зимние трудности наши, особенно температурные качели. Плюс место посадки. Эта криптомерия у меня растет в тени, поэтому она получает хороший свет, но прямых вот таких прямо солнечных палящих лучей тоже ей не достается, и она прекрасно реагирует. И вот даже веточки, которые более северные, они еще зеленее, так как они больше в тени. Вы видите? То есть это говорит о том, что этому растению хорошо подходит тень. И здесь она закрыта вот этими камышовыми матами, она закрыта от холодного вот этого северного и восточного ветра. Поэтому максимально удобно ей здесь расти. Приросла она, несмотря на то, что это был первый год посадки, ее выращивания, очень хорошо, около 20 сантиметров. Ну, посмотрите видео, сравните. Быстрорастущая будет, очень красивая, закручивает свои сегменты. Не так сильно, как моя карликовая криптомерия серама, но тоже довольно неплохо. Дерево будет довольно высокое и не очень рыхлое. Ветки будут загущаться, и будет она смотреться очень интересно. У этой криптомерии, у крестаты, тоже будут образовываться шишечки. Я видела шишки в Краснодаре, в парке Галицкого. Прямо оригинально смотрятся, конечно. И вот смотрите, сколько молодых почек заложила эта криптомерия, и тоже готовится к хорошему весеннему приросту. Я бы даже сказала, что они уже по чуть-чуть подрастают. Вот так вот растет, неплохо себя чувствует. Помните? Еще одну криптомерию, вот в самом первом видео я вам рассказывала, что я заказала и жду. Летом пришла. Кто канал смотрит, тут, конечно, понимает, о какой криптомерии я вам говорю. Это криптомерия Секан. Секан переводится как желтый. Невероятно красивая криптомерия и невероятно быстро растущая. Очень быстро. Заказывала я ее с Оптхоза, и получила я ее в размере P9. Это была веточка. Распаковка была на канале. Ну, вот такая веточка была, прямо небольшая.
И сейчас, вот знаете, даже такое создается ощущение, что они и в межсезонье продолжают расти. Я ее пересаживала. Была летняя посадка, потому что горшочек по 9 был полностью земляной ком оплетен корнями, и я ее пересаживала в другое место изначально, ну, чтобы она не стрессовала в этом горшочке, и осенью перенесла ее уже на постоянное место, тоже сделала ей, конечно, хорошую посадочную яму. Вот не ленитесь, если сажаете хвойное растение, обязательно изучите, да и вообще любое растение, вот эти рекомендации по его выращиванию, потому что если у растений не страдает корневая система, то оно будет хорошо себя чувствовать и зимой, и летом, и будет легче переносить вот эти зимние и летние катаклизмы наши температурные. Очень хорошо прирастает и начинает вот уже проявлять свой вот такой яркий желтый оттенок хвои. Потом будет еще ярче. Я видела эти экземпляры, но вот прямо лимонного цвета молодые приросты. Это смотрится очень красиво. Секан — это тоже высокая криптомерия будет. Высокая, пушистая. И она прямо, знаете, набивает себя не так, как, допустим, крестатные формы. Она растет более густой, вот как, например, Вилмарин Голд, или даже, может быть, можно сравнить ее с чем? Ну, в общем, она густая, будет высокая и плотно набитая криптомерия. Очень красивая. Продолжаем наше видео. Помните, осенью, прямо уже в конце осени, это был, наверное, ноябрь, было очень холодно, и я приобрела еще 3 криптомерии, которые высадила сразу же в грунт. И эти криптомерии никак не укрывались мной. Перенесли, у нас была такая затяжная морозная неделя, даже, наверное, больше, и до сих пор у нас температурные качели. У нас то плюс, то минус. Минус опускается даже до минус 15. Ну, прекрасно, нормально зимуют. Конечно, место тоже закрытое. У меня здесь такая криптомериевая аллея. Вот это криптомерия Динджер, пальчики. Ну, вот вы сами видите, прекрасно себя чувствует. И посмотрите, она подросла, она тоже неплохо подросла. Вот они, ее молодые приросты. Мне кажется, она даже немножечко как бы утолстилась. И вот некоторые веточки стали больше выбиваться из общего фона. Вот продолжает расти. Опять-таки хорошая посадочная яма, хорошее место. И у нас очень влажные зимы, холодные. Если бы были сухие, я бы поливала. Я часто рассказываю, что если у нас стоит сухая зима, я хожу с лейкой и поливаю свои хвойные растения, особенно криптомерии, так как они с сухим земляным комом будут намного хуже зимовать. Обязательно. Ну а сейчас погода такая влажная, снежная. Снег тоже держит довольно неплохо. Перед первым вот этим у нас вот снежным катаклизмом я не успела ее, ни каркас поставить, ничего. И ее замело хорошо снегом, и все нормально было. Но когда снег начал мокреть, я, конечно, уже испугалась, я все это отгребла и поставила каркас, такой маленький стульчик, ну, чтобы просто ее не расплющило, так как посадка молодая. Но довольно неплохо держит снег. Криптомерия Динджер, она была вообще в моем давнем списке хотелок, потому что очень интересная, необычная криптомерия, красиво себя формирует таким шариком, но из таких вот веточек. Но на этом пополнение коллекции не закончилось, и кто смотрит, прекрасно помнит, а кто не смотрит, то мы в описании обязательно добавим все ссылки на видео по криптомериям. Можно будет посмотреть, зайти в этот плейлист, сравнить, увидеть. Вот это очень интересная малышка, просто супер карликовая криптомерия. Это криптомерия Йокогама. Вот привезла я их тогда 3. И вот так вот зимует эта малышка. Вот видите, немножечко у нее вот на этой веточке чуть-чуть вот хвоинки, ну, может быть, выпрели, потому что она стояла полностью заметенная снегом. Но в целом она очень плотная и очень хорошо держит и снег, и ветер. Это будет карликовая криптомерия. Во взрослом состоянии я читала, что около 60 сантиметров. Вот такие она выдает макушечки.
которые хаотически в разные стороны. Приросты у нее просто, ну, наверное, по 5 миллиметров. Ну, супер, мега-карлик. Очень интересно будет, конечно, посмотреть весной, когда она начнет распускать почки. Вот такая вот интересная, необычная. Вот ее, конечно, изюминка. Это то, что она очень набитая, очень плотная, такая неправильной формы пирамидка с вот такусенькими малюсенькими приростиками, вот такусенькими иголочками. Очень интересная криптомерия. Тоже эта криптомерия будет расти в тени. Это вообще вся теневая зона. Вот она рядышком с крестатой. Но у крестаты тоже нижние веточки могут отходить. Поэтому вот здесь как раз будет довольно неплохо смотреться и притеняться. Вот это криптомерия Йокогама. И еще одна криптомерия, которая была в осенней моей закупке. Это тоже очень красивая криптомерия Вилмарин Голд. Видите? Ну вот вспомните, посмотрите видео, вот эти приросты были более желтенькие. И сейчас вот спустя 2 зимних месяца они стали немножечко такого бронзового оттенка. Вот если видите вот эти веточки ближе к земле, вот они такие желто-салатовые, вот такого цвета были приросты. Прекрасно тоже себя чувствует, держит снег. Но я ее все-таки на всякий случай тоже каркасиком накрывала. Там видно на предпоследних видео, что она стоит под каркасом. Так как растение молодое, я боялась, что ее все-таки расплющит сильно снегом, так как снег у нас очень тяжелый, очень мокрый всегда. Тоже посажена она у меня в притенении. Тоже она будет получать утренний солнечный свет, потом она будет в тени расти. Я знаю, что эта криптомерия, вот у меня есть чужой опыт выращивания, на юге на солнце обгорела очень сильно. Поэтому все-таки тоже рекомендуемая посадка у нее будет в тени. Вот такая коллекция из моих прекрасных криптомерий. Любимое у меня хвойное растение. Потому что настолько разнообразные вот эти формы, вот сколько я вам сейчас показала криптомерий, и все совершенно разные, вот не похожие друг на друга. Каждая просто уникальная. По моим наблюдениям, растут легко. Морозов наших, 7-я зона, 6-я зона, не боятся. Чувствуют себя прекрасно с условиями, что если вы правильно подобрали для них посадочное место. Что могу сказать? Конечно, лучше закрытое от ветра. Полутенистая обязательно. Хорошая посадочная яма закисленная. Я добавляла в некоторые даже осмокот и биогумус, чтобы сделать ее побогаче. Полив, уход, конечно, влажность. В условиях сухой зимы, я думаю, эти криптомерии без полива дополнительного не смогут зимовать. Поэтому это тоже нужно учитывать. Обожаю их. Есть еще в задумках, есть еще сорта, которые хочу. Ну, потому что в них просто невозможно не влюбляться. Это так красиво, очень красиво. А сейчас, друзья, ну я не могу вам не показать, как распускается камелия. Вот знаете, с каждым днем она открывает новый ряд листьев, цветок набивается, цветет уже больше 2 недель. Первый цветок, открылись уже вторые. Пойдемте покажу. Вот он, наш парничок. Вот эти дни, кстати, парник стоял открытый. У нас позавчера было плюс 13. Вот какая же она красавица. Знаете, был комментарий, для чего такие трудности? Вот кто это видит? Конечно, я вижу, конечно, я вам показываю. Но мы настолько с мужем рассчитали, вот как нам поставить парник. У нас очень много теплых дней зимой, и парник с большой дверью, он у нас открыт. И из окон дома я любуюсь своей камелией. Мне ее видно, даже не выходя. Невероятнейшее растение. Вот чем больше она раскрывается, тем больше я готова мириться с трудностями в ее выращивании. Устраивать какие-то парники, отопление, контролировать влажность. Кстати, по поводу влажности, вот знаете,
Вообще никак я дополнительно не увлажняю, не опрыскиваю. Полив у меня где-то раз в 2-3 недели, так как сейчас зима, прохладно. Влажность, которая стоит вот при конденсировании этого воздуха, ей вполне хватает. Когда теплая погода, открытая дверь, у нас дожди, летает снег, воздух очень влажный. И опять-таки для камелии это просто прекрасно. Вы видите, сколько на ней бутонов. Вообще цветение камелии, оно должно длиться, часто пишут, вот на моем сорте Миссис Тингли пишут февраль-март-апрель. То есть вот вы понимаете, как долго длится это цветение. И вот еще в бутоне не все ряды лепестков открылись. То есть еще будет продолжать раскрывать она свой цветок, и с каждым слоем цветок становится все пышнее и богаче. Очень красиво, невероятно. И еще одна особенность камелий, особенно кто выращивает, знает, что у камелий никогда не вянет цветок. Она сбрасывает свой цветок таким же прекрасным, таким же вообще ни капельки не испорченным. И если вы посмотрите видео, где камелии растут в естественных условиях, вот большие кусты, вокруг камелий вся земля цветет. То есть еще отпавший цветок какое-то время красиво лежит на земле. Невероятнейшее растение, и сажайте камелии. Трудитесь, вы сможете. Я смогла, и вы сможете. Очень красиво. Это будет радовать вас всю зиму. Но февраль на юге, это уже, знаете, как вечер перед выходными. Уже начали цвести первоцветы. Сейчас я вам покажу. Буквально вчера прогуливалась по саду и увидела, были подснежники в моем саду, как такие маленькие стрелочки с такими беленькими вот наконечниками, но это еще были не цветы. И я думала, что они будут до, наверное, еще 2 недель вот в таком состоянии. Вчера иду, смотрю, а мои подснежники цветут. Уже цветут, холодно, сыро так. Но их это уже не пугает. Природу не обманешь. Друзья, скоро весна. Это, конечно, вот знаете, вот для меня эти подснежники, это просто вот все, это такой щелчок, что вот все, мы на пороге весны. И, конечно, у меня продолжают цвести цикламены. И это тоже так красиво. Вот сейчас покажу вам один кустик. Вот этот кустик у меня, конечно, тут в более холодном месте. На полном сквозняке, вот с речки, холодный такой северный ветер, но он тоже цветет. Несмотря на то, что мои котяры через него прямо тропу проложили. Мне пришлось его прямо камнями обложить, чтобы они тогда хотя бы, знаете, на камни наступают. Но этот малыш такой, а сейчас я вам покажу просто невероятную красоту. У нас с утра пошел снег, и я испугалась, что его расплющит снегом, и немножечко накрыло. Смотрите, какая прелесть. Весна, друзья, весна. Вот не обманешь же природу. Вот такая красота просто. Вот этот вот цикламенчик у меня закрытый от ветра. Поэтому здесь ему прямо намного легче. Но тоже вот сейчас смотрю, уже опять кошачьи вытоптанные следы. Придется сейчас камнями опять его обкладывать. Помните, у меня в саду растет морозник. И комментарии у меня были по поводу того, что у кого-то морозники, там плохо морозы перенесли, снег. И я рассказывала, что у меня такой лайфхак есть. Я на него ведро ставлю. Вот просто железное ведро. И вы знаете, сколько же он у меня простоял под ведром? Наверное, около 2 недель вот эти снега были. И его тут замело, и я расчищала дорожку, и тут снега было просто. Но вы видели наверняка последние видео. Когда я снимала ведро, думаю, Господи, как ты тут? А он вот он нормально, прекрасно. Даже несмотря на то, что он очень долго стоял в полной темноте. Сейчас вот 3 цветка на нем. И все цветки вообще великолепно себя чувствуют, великолепно выглядят. Но не зря он и называется у нас морозник. Мороз он прекрасно переносит. Но если бы я не поставила на него каркас, ведро, его бы, конечно, просто расплющило бы этим снегом. И сейчас просто вот это было бы вот такое вот скомканное, непонятно что. Но вот
учитесь изобретать ничего не надо. Используем то, что у нас уже есть. По поводу потерь. Ну а потери, которые есть и у меня в саду есть, о них отдельно поговорим, покажу в следующем видео, расскажу, что снегом мне раскурочило в саду, что поломало. Есть и такие более плохие потери. Ну, что делать? Это природа. Друзья, на этом заканчиваю свое видео. Желаю вам уютной, комфортной зимы, в душе весны, которая уже вот-вот, мы ее все ждем. Хорошего всем настроения, мира, добра, тепла. До встречи в саду.